Всем привет! Как делать ремонт недорого, но при этом получить крутой дизайн, а не какое-то там, знаете, ужасное общежитие. Как работать в маленькой квартире, какие есть особенности, на чем можно сэкономить, а на чем экономить категорически нельзя. В эфире ваш дизайнер интерьера, и сегодня мы расскажем про дизайн вот этой маленькой крутой квартиры. Погнали! У этой квартиры тяжелая судьба могла бы быть. Да, квартира планировалась как жилье для студента из другого города. Соответственно, заказчики попросили предыдущего дизайнера сделать стильную, недорогую квартиру, не истратив много денег. Но предыдущим дизайнерам были допущены непоправимые серьезные ошибки, в результате чего заказчикам пришлось обратиться к нам. Ведущим дизайнером в этой квартире была Ксения. Ксения, расскажи, пожалуйста, вот самый главный затык, который мы увидели вот сразу же от предыдущего дизайнера, и в чем был вот главный косяк, который нам просто голову перекрыл? Всем привет! Основная проблема этой комнаты заключалась в главной задумке предыдущего дизайнера. Предыдущий дизайнер поставила кровать прямо посередине комнаты, а за ней организовала хранение. Соответственно, свободно перемещаться по спальне было невозможно. Это нужно было либо перелезать через кровать, либо обходить спальню. Ну, она, видимо, думала, что у нее здесь две дверки, да, и в углу Ну вот да, так побегать. она решала, что можно выйти здесь, обойти кухню и зайти там. Мы решили придвинуть кровать к стене и организовали хранение по краям от кровати и над изголовьем. Тем самым выиграли драгоценные сантиметры и образовался проход. Мне очень нравится вот эта фишка, то, что вы придумали, что у нас вместо тумбочек углубление в пеналах. Да, благодаря этому нету захламления около кровати, которое визуально не видно. То есть ты заходишь в комнату, у тебя красивые пеналы, и все выключатели, все розетки, все телефоны, которые постоянно около кровати, и провода, они спрятаны, и очень интересное решение, мне кажется. Ну, я смотрю, вообще у нас очень много скрытых разных решений, и для как раз маленькой комнаты нет ощущения захламленности, какого-то вот такого бардака, то есть у нас все спрятано по пенальчикам, по полочкам, и все очень аккуратно. Да, встроенная мебель – это на самом деле идеально для маленьких квартир. Мне очень нравится штукатурка. Есть какая-то особенность, вот, чтобы она классно смотрелась? Да, для того, чтобы декоративная штукатурка более выигрышно и эффектно смотрелась, должен падать свет не прямой, либо из окна в нашем случае есть вариант. И для того, чтобы в вечернее время, когда темно, стена также смотрелась эффектно и выигрышно, мы пустили закарнизную подсветку, и как раз около кровати, когда ты вечером спишь, можно включить, и у тебя красивый вид, а не просто скучная стена. Ну и при этом ты там захотел ночью пойти в туалет, включил свет, и он не бьет вам в глаза, вы там не слепнете. Легкий свет, немножко так вот стена покрыта этими лучами, и смотрится она тоже совершенно по-другому, потому что, видите, вся фактура, все начинает сразу же играть. Ксюша, а что у нас вот на полу лежит? Начнем с того, что основная задача квартиры, в первую очередь, студент, который живет здесь, на время учебы. После этого квартиру собираются сдавать в аренду. По сути, это временная квартира. Да, и потом жильцы будут меняться, и необходимо было использовать покрытие, которое будет долговечным и с высокой износостойкостью. Мы решили использовать кварц-виниловое покрытие, оно с этими задачами справляется на ура. Причем, я смотрю, это смотрится как хороший такой паркет, да, инженерная естественно, доска. Выглядит дерево приятно, и фактура, то есть на ощупь оно хорошо тактильно. Ну, у ламината главная особенность, если мы его кладем на большую поверхность, то это пластмассовая такая поверхность, которая экранирует звук, и у нас получается звон. А сейчас здесь живет музыкант,
как мы видим, с большими такими колоночками, гитарами, постерами Нирваны. И для акустики это супер важный, на самом деле, момент, потому что если будет эхо, это будет портить вот весь звук. А это Да, для тут мягко музыкантов супер получается. важно. Рабочее пространство мы решили организовать напротив окна, потому что комната в целом темная, и так всю зону рабочей поверхности освещает достаточное количество дневного света. И плюс ко всему, когда работаешь за компьютером, хочется немножко отвлекаться, и приятнее отвлекаться в окно, чем в стену Ну, сидеть. просто я смотрю, здесь вот есть комод, и теоретически стол можно было поставить вместо него и сидеть вот в стену смотреть. Это Да, но такое это себе. очень скучно, офисно, и сознание, мне кажется, сразу в стену убивается, а так у тебя перед окном красиво, хорошо. При этом у нас Приятно. справа очень функциональные нишки, тут вот все как раз у него встало, вся звукозаписывающая аппаратура. А из чего сделаны подоконники? Подоконники выполнены из акрила и без выноса вперед. Вынос делается из-за того, что стены невозможно сделать идеальной. Ну, в 90% случаев стены немножко кривые. И за счет выноса скрадывается вот эта кривизна стены, потому что здесь она реально есть. По-другому сделать нельзя, но смоется это совершенно по-другому. Еще один важный момент, знаете, бывает, делают стол, перетекающий в подоконник, а здесь есть вот такое небольшое отверстие, то есть перепад. И за счет этого идет конвекция воздуха, то есть холодный воздух заходит под батарею, нагревается и выходит вот здесь. И воздух постоянно циркулирует, и квартира прогревается. Если бы этого не было, здесь бы скапливался теплый воздух, потом бы мебель могло повести. Ну, в общем, это не очень хорошо и неправильно. Когда есть естественная конвекция, это правильный подход. Мы решили отказаться от высокой громоздкой люстры в комнате в пользу трекового освещения с направленным светом. За счет этого мы можем, каждый спот можем повернуть в ту сторону, когда нам хочется, и подсветить, например, картины, если бы нам этого хотелось, штукатурку, гитары, все что угодно, и так мы сами управляем своим светом в помещении. Кроме верхнего освещения трекового, мы использовали бра для чтения. Это очень удобно, мне кажется, когда вот ты читаешь перед сном, и если вы вдвоем, основной свет не мешает второму человеку, ты повернул его как хотел, как тебе угодно, здесь же выключил, вообще супер лайфхак для тех, кто любит почитать перед сном. В качестве межкомнатных дверей у нас используются перегородки из черного металла, потому что здесь живет металлист. Расскажи немного подробнее, что это такое? Лофтовые перегородки, помимо того, что они сварены из металла, у нас заполнение стеклянное, матовое стекло, для того, чтобы проходил свет из одной комнаты в другую и не сильно разграничивались комнаты, но и при этом не совсем прозрачно. То есть все-таки спальня у нас интимное место. Помимо этого, рабочее полотно, оно стандартной высоты, а сверху фрамуга. Поэтому мы смогли повесить здесь кондиционер, не мешая открыванию дверей. А сколько примерно высота, я просто не помню. 2 метра, да? 2,100, я думаю, что То есть так. стандартное полотно? Стандартная высота, да. Особое внимание обратите на эти очень крутые ручки. По сути, это просто уголок, профиль приваренный, но смоется именно как по-промышленному, вот по-настоящему трушная дверь такая заводская. И снизу черная прикольная заверточка. То есть можно закрыться, и никто к нам не проберется. За этой дверью у нас гардеробная комната, там особо смотреть нечего, поэтому идем дальше. А сейчас мы находимся на кухне, и мы хотели рассказать о том, как сделать простую кухню уникальной и красивой за небольшие деньги. Она смотрится очень графичной. За счет чего это сделано, Ксюш? Расскажи, пожалуйста. За счет того, что белые фасады, белые полки мы подчеркнули черными торцами, что добавляет линейности в фасады и делает бюджетную кухню уникальной и оригинальной.
Да, кухня смотрится по-новому и смотрится интересно. Прошу обратить внимание на барную стойку, как она выполнена, как сделать крутую такую массивную барную стойку, которая визуально стоит, там, не знаю, 300 тысяч, как ее сделать за 20. Этот материал называется клеав, это слоистый пластик, и его возможно склеивать вот именно так, как здесь, делать тонкие соединения во внешних углах, вот, и делать такую фальш-массу. За счет этого стойка выглядит круто, массивно, но, по идее, стоит небольших денег. Кроме этого, хочется рассказать про стену с вытяжкой. Мы решили отказаться от верхних модулей кухни, освободив при этом пространство, чтобы на рабочую поверхность больше света из окна падало. Керамогранит подходит к гипсокартону. Благодаря этому мы скрыли все торцы, с которыми обычно непонятно, что делать. Да, очень важный момент. Вот здесь вот над керамогранитом наклеен слой гипсокартона, который выровнял всю стену в одну линию. То есть можно вот посмотреть, здесь нет перепада, здесь нет торца, в котором скапливалась бы пыль. Ну, это небольшой момент, но он на самом деле важный для чистоты, для красоты. Керамогранит со всех сторон прикрыт. Здесь керамогранит прикрыт панелью, да? Всегда нужно в дизайне продумывать стыки. Все стыки материалов должны быть прикрыты, должны быть красивыми. Это выдает хороший дизайн. Красота в деталях. Так, еще расскажем об одном любимом приеме. Почему мы очень часто делаем вот такую вот сплошную стену из кухонных пеналов. Встроенные пеналы интегрируются в пространство комнаты, и нет ощущения, что здесь мебель какая-то, кухня. Оно просто все сливается в большую массу, и чисто объемное решение, а не мебельное. Да, не создает ощущения какой-то захламленности, заставленности, лишней мебели. Это просто стена. Удобно, с интегрированной ручкой. Сейчас здесь это МДФ. Такую интегрированную ручку возможно сделать только в МДФ фасадах. То есть фасады ЛДСП не позволяют такого решения выполнить. Эта ручка, она крашеная вместе с фасадом. То есть это выборка такая фрезерованная. Вот. За счет этого все смотрится цельно. Основная фишка этого шкафа заключается в том, что здесь мы спрятали электрический щиток. Обычно он всегда висит на виду, это некрасиво или приходится прям отдельно что-то выстраивать. Здесь мы закрыли панелью, с лица это ничего не видно, и есть всегда удобный доступ к проверке щитка. Да, система типон, открывание нажатием. Угу. И так вот подушечку раз. Оп. Да, есть место для обуви, потому что это всегда проблема во всех прихожих, вечно болтаются, валяются обувь. У нас есть место хранения для всех ваших грязных кроссовок и место для повесить куртки и еще пенальчик. Вот это, кстати, супер практичный материал. Это супер практичная, легко моющаяся штука. Штукатурка, да, когда зима, грязь, грязные ботинки, Вот если у вас собака, да, брызжет грязью, это все моется, легко протирается тряпочкой и все как новенькое. Внимание! Как сделать 3D-панель за копейки? 3D-панель все-таки стоит денег. Обычно это гипсовые изделия со сложным монтажом, с какими-то стыками, продается погоножом. Его нужно наклеить, запариться, проклеить, все стыки прошпаклевать. Что сделано здесь? Мы купили молдинги Европласт, обычные полиуретановые. Наклеили их вертикально, разной ширины. И покрасили вместе со стеной. Вот вам, пожалуйста, 3D-панель за очень дешево. Совсем недавно к нам обратился заказчик. Он купил 2 квартиры для своих детей. И дети взяли за основу референсы для нас планировки, которые были на сайте от застройщика. Застройщик сделал уже готовый вариант расстановки мебели, они были просто идеальные, то есть там были воплощены все мечты будущего жильца, то есть и ванна в спальне, и кухня в прихожей, еще что-то, то есть все было прямо вообще вот фантастическая картиночка. Но когда мы опытным взглядом посмотрели на эту планировку, мы поняли, что это невозможно воплотить, то есть
Чтобы это сделать, нужно реально там всю квартиру поднять там сантиметров на 20. Поставить насосы, которые будут шуметь и раздражать вас. Ну, то есть сделать то, что просто испортит вам вашу будущую жизнь. Поэтому не ведитесь на красивые картинки и обращайтесь к опытным дизайнерам. Так вот, в этой квартире была примерно такая же история. Когда мы пришли, здесь уже был какой-то там стартовый дизайн-проект, на котором все и заглохло. Но вот в ванной, например, здесь была расставлена мебель, которую расставить так было просто невозможно. То есть, если бы заказчик уже купил вот по этому проекту какую-то сантехнику, то она сюда бы просто не встала. То есть, его пришлось бы либо везти на дачу, либо просто тупо выкидывать. И некоторые стены уже были на самом деле возведены. Мы в итоге все это сломали и сделали проект с нуля. И только в таком случае у нас все поместилось. Здесь у нас расположена встроенная ванна. Рядом с душевой колонной нам позволяло место сделать ниши для всяких шампуней, баночек, скляночек. Мы сделали это с торца для того, чтобы когда ты заходишь в ванну, перед лицом у тебя не было бардака. То есть они немного спрятаны. Также большая раковина, прям хорошая, с большим зеркалом и подсветкой. Всякое хранение у нас здесь, но самая большая сложность в маленькой ванне заключалась в том, что не было места для стиральной машины, то есть мы ее ставили как-то, но к ней было не подобраться. Собственно, это была основная проблема предыдущего решения дизайнера. Именно поэтому мы решили поставить стиральную машину на небольшой подиум для того, чтобы было удобнее к ней подходить. Ей не мешает унитаз, можно свободно открывать и закрывать. Также у нас инсталляция проходит трубы в этом подиуме, а над стиральной машиной у нас расположился бойлер. Бойлер — это очень классно в Санкт-Петербурге. Полотенцесушитель у нас электрический, со скрытой проводкой, то есть у нас нет дополнительных никаких розеток, проводов, которые всегда визуально все портит и выглядит эстетически, и можно регулировать здесь температуру, отключать. Также я расскажу вам про отделочные материалы, которые использовались в туалете. У нас крупноформатный керамогранит под бетон двух видов. Один темнее, формат 60 на 60, и более крупный 120 на 60. Также под бетон керамогранит Эталон, русский производитель One Love. Также мы использовали помимо плитки штукатурку. Мы не хотели все покрывать плиткой и керамогранитом, поэтому одну стену просто оштукатурили в цвет, для того, чтобы потом планируется повесить на нее классную, интересную картину, но пока что мы не успели. Для крутого дизайна не обязательно раздувать до бесконечности бюджет ремонта, но грань между вот каким-то крутым таким минимализмом и какой-то жуткой общагой на самом деле очень тонкая, и поэтому ремонт желательно делать, конечно же, вместе с дизайнерами. Что вам больше всего понравилось в этой квартире, обязательно напишите в комментариях. До скорых встреч, пока-пока.